Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем менять защелку на задней двери автомобиля Славута. Это же относится к автомобилям Таврия Нова и Дана. Я купил такую защелку, старая мне лопнула, и будем менять. На старой защелке видна трещина с двух сторон. Она лопнула пополам. А сначала багажник начал открываться, что говорит о том, что язычок уже сработался. То есть защелка сработалась полностью. Будем ставить новую. Новая имеет такой внешний вид. Заводская. Здесь есть ее характеристики. 1103 63 05 012. Для замены защелки понадобится ключ на 10. Рожковой или накладную головку. Откручиваем два болта. Теперь с внутренней стороны необходимо отогнуть фиксирующую пружину. Слегка отверткой плоской двигаем, и замок уже в руках. Здесь видно, что лопнула основная рамка, к которой крепится язычок. В принципе, можно было купить эту рамку отдельно, но так как язычок уже изрядно стерся, видно здесь вот новый и старый язычок. Для сравнения, пора уже менять язычок, все в сборе. И по время у меня начал выпадать еще шток, который держит язычок, поэтому пришло время замены полной. Теперь необходимо отрегулировать тягу нового замка. Для этого прикладываем старый рядом и начинаем крутить тягу по часовой стрелке, уменьшая ее длину. До того момента, пока тяги станут одинаковые. Здесь внутри обычная гаечка, которая фиксирует шток. Ставим на место замок. Заводим шток в свой разъем и поджимаем пружинкой, чтобы он никуда не делся. Прикручиваем на место болты. После замены защелки необходимо ее отрегулировать, чтобы дверка хорошо закрывалась и не было никаких проблем. В первую очередь необходимо убедиться, что при нажатии до конца кнопки открывания багажника язычок отодвигается на полную амплитуду. Если он не полностью отодвигается, то необходимо отсадить пружинку крепежа и, закручивая или откручивая тягу защелки, добиться, чтобы был обеспечен полный ход язычка. Закручивая, ход уменьшается, откручивая, увеличивается. Сейчас я докрутил до упора, нажимаем, и вот он полностью отходит как положено. После регулировки планки защелки необходимо отрегулировать ответную планку на кузове автомобиля внизу, для того, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Вот эта планочка регулируется внизу с помощью двух гаек на шпильках, и путем поднятия или опускания ее можно перемещать влево или вправо, в зависимости от защелки. Для того, чтобы окончательно отрегулировать замок, придется залезть в багажник и отрегулировать изнутри. Для этого опускаем заднее сиденье и залазим внутрь. Небольшой яркий фонарь и зеркало. Можно маленькое или большое. Забравшись в салон автомобиля, добираемся до багажника и начинаем регулировку. Снимаем часть задней обшивки багажника. Эта часть нам не пригодится. Ложим зеркало снизу и приступим к регулировке. Закрываем багажник и смотрим в зеркало на язычок, как он закрывается. Вот видно, что слегка он перекошен. Необходимо подрегулировать верхнюю защелку
вперед или назад. Отпускаем болты крепления защелки слегка. После регулировки затягиваем полностью 2 болта. Теперь необходимо отрегулировать нижнюю ответную планку, чтобы зацеп был полным. Теперь откручиваем ключом на 13 нижние регулировочные гайки на шпильках и опусканием или подниманием ответной планки отрегулируем зазор, чтобы не было щелей и плотно закрывался замок. Затягиваем до упора, стараясь не сорвать резьбу на шпильках. Если все-таки, невзирая на все ваши старания, багажник открывается, и все настройки уже выбраны до максимума, то, возможно, нарушена проекция самой двери. Поэтому можно пробовать его слегка подогнуть. Для этого открываем слегка багажник и всем корпусом начинаем слегка его подгибать. Совсем чуть-чуть и немножко. После этого загиб задней части багажника будет больше, будет лучше прижим к нижней цветной части и, следовательно, багажник открываться не будет. После того, как замок отрегулирован, необходимо еще раз проверить его снаружи, как он закрывается, и проехать пару километров по бездорожью. Открывается легко, теперь осталось только проехать. Я езжу по самым плохим дорогам для того, чтобы определиться с открыванием багажника. И пока все в порядке. Поэтому испытать багажник необходимо сразу, потому что если будет где-то интенсивное движение, придется останавливаться посреди дороги и закрывать багажник. Пока все хорошо. Дороги у нас с ямами, то, что надо для испытания. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как можно своими руками заменить защелку задней двери на автомобиле Славута, а также ее отремонтировать. Это все делается просто и доступно каждому автолюбителю. Пишите замечания и комментарии, ставьте лайки, будьте с нами. Всем пока!